Приветствую, мои подписчики и зрители. Ну вот, и я получил умный браслет Mi Band 6. Комплектация коробки стандартная. Сам браслет с ремешком, зарядка и инструкция на китайском. Магнитная зарядка цепляется очень быстро и легко, и очень хорошо держится на устройстве. Браслет пришел полностью разряженным, так что придется его сперва немного зарядить. Думаю, 3% достаточно, чтобы начать процедуру подключения к телефону. При этом не буду отключать его от зарядки. Открою приложение Mi Fit. Принять, разрешить. Дальше на плюсик. Браслет. Согласен. Идет поиск устройства. Что-то долго. Подождем еще. Ну вот, наконец. Идет восстановление настроек. Не могу сказать, это так должно быть при подключении или нет. К этому телефону раньше был подключен Mi Band 4. Вполне возможно, это связано с этим. Дальше появляется приветствие с описанием функций браслета. Пролистаю. Кому интересно, можете прочитать каждую страницу на паузе. Дальше нам сообщают, что заряда недостаточно и нужно зарядить устройство минимум на 10%. Ну что ж, оставлю его еще на зарядке и вернусь чуть позже. Итак, спустя 20 минут браслет зарядился до 35%. Продолжим. Вижу, что есть обновление. Зайду в этот раздел и обновлю до последней версии прошивки. Этот процесс длится долго. Я устал держать браслет, пусть полежит рядом. Весь процесс обновления длился чуть больше 6 минут. И, наконец, оно завершено. Сразу видно, что поменялся экран зарядки. Вот как было и как стало. Пройдусь по разделам в Mi Fit. Первое – это магазин, в котором уже присутствует множество различных циферблатов. Их действительно много, на любой вкус. Установлю один из них. Для примера вот этот. Пошла синхронизация, которая длилась около минуты. Но что-то я не вижу результата. Видимо, надо снять зарядки. Так и есть. Вот теперь другое дело. Во втором разделе можно настроить уведомления и напоминания. Выбрать, от каких приложений получать уведомления, настройка входящего вызова, упоминания о разминке, СМС и цели. В следующем разделе можно настроить вибрации под каждое уведомление отдельно. Ну и мониторинг состояния здоровья. Очень важный раздел, и у этого браслета много различных возможностей. Постоянный мониторинг частоты сердечных сокращений, уведомления о пульсе, мониторинг ЧСС. Дальше можно включить мониторинг здоровья сердца. Эта функция будет следить за нарушениями сердечных сокращений, но предупреждает, что эта функция используется исключительно в информационных целях и не может служить медицинским заключением. Окей. Потом идет функция мониторинга сна, а также качество дыхания во сне. И это тоже в ознакомительных целях. Ну и раздел стресса, который будет круглосуточно измеряться каждые 5 минут. Эта функция сильно тратит заряд устройства. Включу ее и проверим, сколько они проработают. Позже я сообщу. В следующем разделе идут настройки браслета, в котором можно выбрать язык, расположение элементов и ярлыков на экране, параметры тренировок, а их тут аж 30 режимов, включение экрана при поднятии руки, а также возможность выбора скорости отклика. Дальше можно настроить блокировку браслета, ночной режим и выбрать расположение браслета на левой или на правой руке. Ниже можно настроить события, будильники, погоду и мировые часы. Еще важный момент для правильной работы приложения. Нужно, чтобы оно было включено в список автозапуска. И в контроле фоновой активности указано без ограничений. Тогда вы никогда не пропустите ни одно уведомление с телефона. Здесь можно включить разблокировку телефона, если браслет находится рядом, а в лаборатории настроить управление камерой телефона.
но для этого нужно установить стороннее приложение Amazfit Selfie. На этом с функциями в телефоне все. Перейду на обзор функций браслета. А их тут тоже много. Итак, первое — это статус. Здесь можно увидеть количество шагов, пройденное расстояние, потраченные калории и так далее. Дальше идет ПАИ. Это индивидуальный индекс физической активности, который строится на основе ваших показателей, роста, веса, замеров пульса и так далее. Следующий значок пульса. Ну что ж, измерим. «90 ударов в минуту». Волнуюсь, наверное. Дальше можно измерить насыщение крови кислородом. Испробую и эту функцию. Нужно, чтобы браслет плотно прилегал к руке и не двигаться. 90% кислорода в крови. Мне кажется, он замеряет немного ниже, чем есть на самом деле, так как прибор, который измеряет на пальце, мне показывает около 98%. В следующем разделе будут показаны все уведомления с телефона. Потом идет выбор тренировки, а их тут, как я уже говорил, аж 30 штук. Дальше можно посмотреть историю тренировок, но их тут пока нет. В следующем разделе можно измерить уровень стресса. Попробую. Нужно также плотно застегнуть браслет и не двигаться. Выдал ошибку, видимо из-за того, что рука все-таки двигалась. Попробую еще раз. Ну вот, выдало какое-то значение 58 и ниже слабый. Также есть возможность провести тест дыхания. Здесь можно выбрать длительность теста. Оставлю 1 минуту. Нужно вдыхать и выдыхать в такт анимации. Вдох, выдох. И так минуту. Ускорю. Итак, сделал 7 вдохов, и пульс упал с 88 до 82. И это все. Окей. Дальше идут события. Здесь их пока нет. Будильник. Их тоже тут несколько штук. А также можно добавить прямо на браслете новые. Погода. Ее можно просмотреть на неделю вперед. Alipay, управление музыкой на телефоне, мировые часы с отображением 6 разных часовых поясов, настройки, и последнее меню дополнительно: управление камерой, секундомер, таймер, поиск устройства и беззвучный режим. Ну и небольшое сравнение с Mi Band 4. По размеру они абсолютно одинаковые. Разница в размере экрана видна сразу. А также видно, как происходит по-разному перемещение по меню. В 4-й версии по 1 пункту, в 6-й по 3 сразу. Ну и двигаются они более плавно. И хорошо, что все накопленные ремешки для 4-го поколения прекрасно подходят и к 6-й. Вот видно, что они отлично одеваются и идеально подходят. Этот браслет у меня уже около недели, и могу поделиться своим мнением. По поводу автономности. А это для меня единственный минус этого браслета. Если в разделе «Состояние здоровья» включить все эти опции, то часы живут 2 дня, то есть к концу 2-го дня остается около 15% заряда. Больше всего потребляет постоянный контроль стресса. И если его отключить, то автономность увеличивается примерно вдвое, то есть около 4, максимум 5 дней. Хотя заявлена автономность до 14 дней при нормальном использовании. Что это значит, не указано. Видимо, это в случае отключения всех опций контроля здоровья. А вот что могу однозначно выделить из плюсов,
так это, конечно, большой AMOLED-дисплей, наличие датчики сатурации SPO2, увеличение количества спортивных режимов 30 штук, автоматическая активация спортивных режимов до 5 штук, возможность писать маршрут с помощью GPS смартфона и отображение смайликов в приложениях. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк и до новых встреч!